Мы находимся в Гамбурге. Сегодня я вам покажу одну из самых крутых студий в Германии, где работает один из самых топовых ЧБ-реалистов и один из самых крутых граффити-артистов в Германии. Это Inside Out. Погнали! Ребятки, вот ресепшн очень круто организован. Крутая авторская мебель, везде брендирование, мне это очень нравится, везде развешаны работы мастеров, чтобы вы сразу видели примеры работ, куда вы пришли. Тут же клиенты могут оставить Google отзыв, подключиться к Wi-Fi. Здесь снимаются рилсы с обзорами татуировок, с рассказами лайфхаков для клиентов по заживлению, еще по каким-то моментам. Здесь недавно вот привезли ковры именные, все очень прикольно, все сделано прям клево. Зона ожидания для клиентов. И вот прикольные подушечки у ребят тоже, смотрите, стилек. Здесь рабочие кабинеты, прикольно организован проход, работы мастеров, как галерея. Здесь по стенам развешаны работы Пако, гениального, крутейшего Пако. Вы посмотрите, просто какой-то кайф. И моя вот уже работка, собственно, висит. Ленни тут тоже рисовал. Пако специально рисовал для Highlight тату. Такой вот прикольный холст. Круто, что можно посмотреть вживую, да, работы такие, такая маленькая галерея. Круто, берите на заметку. Большая рабочая зона, место ожидания для клиентов. Я обычно работаю. Это место гостевого мастера, место Пако. Удобные стулья с регулировками спины, высоты. Лампы, само собой, настенные. Двойная такая лампа с креплением для съемки под телефон. Но самое интересное, что здесь есть для меня, на мой взгляд, это вот эта вот рельса. Если у вас, допустим, клиент он делает татуировку на каком-то интимном месте, берете, просто вытягиваете вот такую тканевую стену, фиксируете ее снизу на полу. И все, оставляете, спокойно работаете. Очень интересное решение, я такого еще не видел нигде. Это принтерная зона для работы с эскизами. Очень круто, что Wi-Fi принтер формата А3 печатает. С рабочей станции можно спрятать. Очень высокий стол, удобные барные стулья с регулировкой высоты, ящики для хранения стаффа для мастеров гостевых. У каждого свой ящик, да, где можно хранить фотоаппарат, рюкзак и прочую ерунду. Очень крутая фишка, кстати, вам сейчас, ребята, покажу со светом, что у света стоит триммер. То есть он просто можно выключить свет, а можно этим триммером, как колесиком, поменять яркость ламп. То есть вы можете убавлять, прибавлять свет, просто используя колесо на триммере. Очень круто реализовано, мне очень понравилась эта идея. Огромное зеркало, это сразу респект. Как правило, люди ставят какие-то маленькие зеркала, где не видно ног, не видно какие-то места, может быть, плохо видно. Вот это вот вообще решение очень крутое. Ставьте в студию большие крупные зеркала, где видно полностью человека, где можно поснимать сторисы. Это очень круто для контента всегда. Все очень стильно, на стенах выдержан стиль хип-хопа 90-х. Мистер Картун, Доктор Дре, Эминем, культовые моменты из истории хип-хопа, баскетбола, и в целом как бы и такие ребята есть, что мотивирует быть лучшим, работать среди лучших. Сколько мастеров работает? Так, я, ты, Наташа, Леонард и Пако 5. И плюс гостевые еще иногда приезжают. А сколько мест рабочих у вас в студии? Минимально 7. Можно до 8 расширить. А что, вам нужно кто-нибудь? Ребята смотрят, наши молодые, талантливые. Талантливые всегда нужны. А кто в каких стилях? ЧБ-реализм. Там от клиентов много для ЧБ-реализма. Только для хорошего ЧБ-реализма. Понятно. А кавер-апы, файнлайны? О, кавер-апы тоже. Да? Да. Кавер-ап много, вот, ребят. Да, в Германии много портаков, поэтому... Ты наделал просто, ты научился? Да, когда учился, и теперь я не могу их переделать, я не умею кавапы делать, и поэтому... Тут первый кабинет Наташа делает перманент, это супруга Адама, она еще учится делать татуировки. Будущий файнлайн-артист. Прикольно сделано тоже. Все с брендированием. Такой девочкин кабинет с женскими услугами, куча наград, грамот. Дальше мы выходим. Здесь еще один отдельный кабинет. Это кабинет Ленни. Он работает в отдельном кабинете. Можно закрыться. Ну, часто девочки красятся на бедрах, там на открытых местах, на животах. Можно закрыть шторы, чтобы вас с улицы, само собой, никто не видел. Лампы настенные. Как всегда, все для экономии пространства на полу. Все очень умно сделано. Тут еще есть один такой же кабинет похожий, в котором пока никто не работает. Мольберт, на котором я обычно пишу. Мои попытки принтовать ангелов. Основной девайс для отпугивания клиентов. Окей, let's go! Let's go, let's go! Stefan, let's go!
Ich hab was für dich. Put it in my hand with no lip service. Oh, I been a man, bitch, I been working. Put it in my hand with no lip service. Oh, I been А a вот man. еще прикольные такие есть интерьерные штуки. Все очень круто реализованные. Это делает папа Сани. И, по-моему, можете это купить под заказ. То есть он, по-моему, делает на продажу такие штуки. Если вдруг кому-то будет интересно, можете Адаму написать в личку, спросить, сколько это стоит. Но штука дико кастомная, дико крутая. Выглядит, конечно, все дорого-богато. Зона отдыха для мастеров, кухня, где можно покушать, подготовить эскиз, выпить виски. Если вдруг хочется, можно поиграть в плойку. Как вот тут рисует доску. Воу. Damn, boy. Вот тут кухонка, фрукты, холодильник, который забит всегда всем полезным для клиентов. Очень круто, что есть посудомойка во всех студиях. Чтобы не париться, сортировка мусора, собственно. Зона хранения для мастеров, для гостевых, для резидентов. Без разницы, очень круто реализовано, что в каждом шкафчике лежат разные вещи. Ты понимаешь, что где лежит. В каждом шкафчике, грубо говоря, своя группа. Там тут перчатки, тут стаканчики, барьерка, здесь полотенце. И выглядит все это очень стильно и реализовано. Место очень клево. Hey bro, what are you doing? Crazy, bro. Так, ну что, мы посмотрели студию. Сейчас мы пойдем до Сани. Он там работает, пообщаемся с ним. Санин кабинет. Очень круто, все такое место босса. Панорамные окна, шторки закрываются, все реализовано, сделано по-умному. Огромное зеркало, собственно, для клиентов. Давай пару лайфхаков, как правильно собирать рабочее место. Во-первых, не экономить на перчатках. Вот первый лайфхак, когда магниты использую. Чтобы не клеить. То есть для перчатки экономишь, не экономишь, а скотч экономишь, да? Правильно. Сколько теней ты используешь в работе? Черный, потом посветлее, 4 штуки. Угу. И бит для белого. Ага, для белого 2, да? Угу. Вот они такие красавцы просто для прикола. Для дизайна? Для дизайна, да. Давай, еще один лайфхак какой? Стаканчики обрезать? Стаканчики обрезать. Нифига ты открыватель. Это я придумал. Ты придумал? В Германии. Блин, спасибо тебе большое, короче. Так, разрезаешь. Саня придумал, короче. Каждый, кто вот так делает, по 10 центов ему должен отправлять на PayPal. Вот так. И потом стабильно стоит машинку Cheyenne. Берем. Одни Шаены. Шаен, свяжитесь со мной. Хочу спонсорство. Где крутился конкурентировка? На Наташе. На ней. Скажи, Сань, как тебе пришла в голову идея открыть вообще свой шоп, свою студию? Поначалу только татуировщик и был, и находился в разных студиях. Я замечал просто, что меня не устраивает в этих студиях. Менеджер что-то не так делает или чего-то не хватает для мастеров. Поэтому я со временем понимал, что если я сам этим не займусь, то никто это не сделает. Больше 10 лет, мне кажется, я 13 лет уже колю. Спустя 13 лет я точно уверен был, что мне надо собственный шоп открыть. Какие планы? Большие, очень большие. Хочется просто, чтобы одна студия вот эта в Гамбурге продвигалась не только в Гамбурге, а во всей Германии. И хочу, чтобы об этой студии все говорили позитивно, знали, что она существует и одна из самых лучших в Германии. Тебе надо перестать делать. И я, честно говоря, даже хочу это больше времени уделять организации. Я татуировать очень люблю, но я знаю, что я могу все лучше сделать, чем какой-то левый шоп-менеджер или какой-то левый организатор, понимаешь, которого что-то попросить надо. А потому что у тебя опыт есть татуировщик. Потому что, понимаешь, татуировщик как бы себя делает лучше. Ты прав. Скажи, пожалуйста, какими трудностями ты столкнулся в процессе открытия студии, и если бы ты сейчас, допустим, делал все то же самое, какие бы ты ошибки не совершал, что бы ты избежал, и что бы ты делал по-другому? Есть какие-то такие моменты? Да, в Германии вообще с бюрократией очень много всяких проблем, и теоретически государство должно быть, наоборот, тебе помогать и это как-то облегчить, чтобы
ты же все-таки налоги платишь им. Не можешь свой бизнес открыть по-быстрому, это означает, ты не будешь им налоги платить, понимаешь? Было много всяких моментов, где я думал, блин, если бы я этого знал, я бы все побыстрее и успешнее сделал. Это связано в основном с оформлением? Да, большинство, да. А если вот брать именно организацию пространства, рабочего места, что ты сделал сейчас по-другому? Мелочи. Я просто хорошо все продумал, мне кажется. На iPad я все через 3D это все продумал, как это сделать. С архитектором поговорил. Честно говоря, если был бы какой-то ментор, да, у которого своя студия, согласен был помочь бы, рассказать мне несколько фишек там, тогда бы я бы намного все быстрее и лучше сделано. Масштаб просто другой насчет денег, знаешь. Сделать пол новый в студии, такой большой, то это уже где-то 20 тысяч стоит, представляешь? Если ценники не сравнивать, например, да, за работу, или просто соглашаться с любым первым мастером, который тебе пол положит новый, можно и без трусов остаться, короче. Я был, честно говоря, занудный клиент. Многие вопросы задавал, как это будет точно, там 20 тысяч, не больше или не меньше, и почему, и какой пол, и можем где сэкономить. А что, если мы материал закажем в Польше, а не тут, а в Германии? Мне кажется, я 5 сэкономил. Но если я бы не был таким, то тогда бы я бы дохуя денег оставил бы. I been a man, got my wrist working.